Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в городе Похора. И сегодня прогуляемся по улице Lakeside и посмотрим, какие сувениры можно привезти из Непала. У нас не так много дней осталось в этом городе, поэтому мы решили остановиться наконец-таки на Lakeside. Это такая центральная улица, где продаются различные товары, сувениры, чтобы здесь погулять и приобрести подарки любимым и близким. Поселились мы в отеле, который называется Hotel Ring-Bed Attach. И сейчас я вам его покажу. Пройдем внутрь. Также в отеле можно заказать различные экскурсии. На ресепшн нас быстро заселили, угостили соком, надели красивые украшения из цветов. Также при отеле есть ресторан, в котором у нас будут проходить завтраки. Несмотря на то, что отель находится у дороги, здесь стараются сохранить зеленую территорию. Есть даже вот такой уголочек с пальмой, с цветами, где в умиротворении сидит Будда. Ребята уже заселились в наш номер, поэтому я сейчас иду к ним и смогу показать вам нашу комнату. Здесь есть как лифт, так и лестница. Я решила подняться по лестнице, посмотреть, как этот отель выглядит. Вот так вот. Сверху вниз можно посмотреть на территорию отеля. Наша комната. Здесь у нас две кровати. Одна большого размера нам с Кириллом и рядом дополнительная кровать для Али. Также в качестве комплимента наш отель предоставил бутылку вина. Тут стоят 3 бокальчика, фруктики. Также помимо этого всегда можно сделать чай, кофе. Обязательно чистая бутылированная вода. Есть кондиционер, причем вечером мы всегда кондиционер в Непале используем в качестве, наоборот, прогрева комнаты. Есть телевизор, небольшой шкаф, в который мы пытаемся разместить все наши вещи. Ну и самое главное в этой комнате, точнее, такое самое наиболее интересное, это терраса, причем очень большая. Здесь находится лодочная станция, откуда берут лодку в аренду и плавают по этому озеру. Открывается красивый вид на город, на здания, на другие отели, ресторанчики. Это такая центральная улица, которая называется Lakeside. Здесь продают основные сувениры, шелк, кашемир. Пройдем в душевую комнату. Здесь тумбочка, раковина, унитаз, ну и, конечно же, тропический душ. Есть как горячая вода, так и холодная. Сейчас мы пришли в ресторан. У нас включен завтрак в наше проживание. К выбору предоставляется один завтрак. Он так и называется, наверное, Buns and Breakfast, как название нашего отеля. Можно выбрать приготовление яиц различные, либо жареные, либо вареные. Также картофельный хэш-браун, масло, джем, тост и либо чай, либо кофе. В этом отеле очень милый завтрак. В одной тарелке приносят сразу яичко на выбор, можно сделать глазунью, с одной или с двух сторон пожарить, картошка, помидорчик, и сразу дают 2 тоста с маслом и джемом. Кофе здесь можно выбрать даже капучино, что не всегда бывает на завтрак. Мы сейчас с Али вышли из отеля, чтобы прогуляться немного и посмотреть, что можно привезти из этого города, такого памятного себе, своим близким. Смотрите, как прикольно, как много вывесок различных отелей, которые расположены на Lakeside. Из этого города можно привезти различные маски, они продаются практически в каждом магазинчике. Смотрите, какие есть разные, большие, маленькие. Очень популярны вот эти вот цветные маски. Узнали даже название этого бога, который изображен в виде такого угрожающего монстра. Как его зовут? Байрап. Байрап. В первую очередь из Непала везут кашемир. Здесь продают множество платков и изделий из кашемира, пашмира. Есть стопроцентный кашемир, есть вул кашемир.
В этом магазинчике представлены все самые популярные товары, которые можно здесь купить. Это драгоценные камни, это поющие чаши и кашемир. Очень много украшений. Правда, это, скорее всего, даже не настоящий камень, а что-то типа бисера, просто бусин. Но есть и магазины, где можно прям купить драгоценные камни. Вот, скорее всего, вообще керамика. Например, смотрим кольца, которые стоят 3500, и серебра, и чего еще не сказали, что это за камень. Это для глазури. Как оказалось, здесь есть еще одна комната, где представлены еще и драгоценные камни различные. Ищем размер. Yes. This is for high quality cashmere. And what the difference? How much is this and how much is this? So this from this part is gold, and this part is this part of gold. Oh, okay. Рассказывают разницу в кашемире, из каких частей. So this for Делают. 1,500 rupees, and this for 4,500. Скажи, как можно отличить простым способом для чайников, ручная работа или нет. Если это ручная работа, то с другой стороны будет видна вышивка. А если это не ручная работа, то там ничего не будет, там будет все гладенькое. Ну, как бы мы пока так отличаем. Вот это уже машинная вышивка. Интересно, другая сторона. А, слушай, на другой стороне тоже это. Значит, это так не отличить. Да, Теперь непонятно. Мы наконец-то вышли из одного единственного магазина, в котором практически застряли, но зато Али заказал кольцо для своей мамы. Теперь ее подгонят под размер, и завтра мы его заберем. Да, непонятно. Вот до конца, конечно, непонятно. Ты заблуждаешься, и это тебе керамику, вот, допустим, как вот это вот, пытается втюхать по дешевке. Вернее, наоборот, втридорого. Или это действительно камни по хорошей цене. Вот это всегда загадка. Ну да, но они говорят, что выдают здесь чек, и что у них там типа не разрешено продавать подделку, если у тебя есть чеки государственные. Вот, ну непонятно. Ну, в прошлый раз тебе чек не давали, насколько я знаю. Да не, ну, была, вообще с рук типа, купили да, в прошлый раз. Палатка практически. Да. Вот, поэтому надеюсь, что камень настоящий. Мы видели такой шикарный магазин. Вот здесь точно, скорее всего, продают драгоценные камни. Еще здесь красиво все оформлено. Ну и ценник, скорее всего, соответствующий. Зайдем внутрь. Все как красиво здесь. Ой, какие красивые кольца. Наслаждаешься керамикой. Я поднимаю свой бокал. Зашли в очень красивый магазин, здесь все так миленько, все в стиле бохо. Посмотрите на эти вот милые чашечки, на чайничек мини, очень красиво. Даже не представляю, сколько это может стоить. Такая красота. Еще тут есть различные масла, которые также популярны в качестве сувенира или подарка из Непала. Видимо, прямо так и на Гималайских горах и добывают. Ну, здесь все, конечно, очень красиво. Особенно вот эти штучки, посмотрите, подпавочки. А еще здесь продаются различные органические чаи. Можно прямо взять и понюхать. Давайте сделаем это. Пахнет приятно. Прям видно, что так постарались с оформлением. Но персонал здесь, честно говоря, так себе. Даже не знает стоимость своей продукции. Еще вы повсюду в этом городе встретите кофе различный, органический, неорганический. Вот здесь вот, например, можно заказать себе чашечку кофе. Зашли в первую попавшуюся кафешку, она очень красивая, стильная. И вот здесь вот заваривают кофе. Это вареный кофе, можно заказать из машинки кофе. Hello, намасте. Здесь вот можно посмотреть на сам кофе. Это получается it's Huling, yeah? Это зеленый кофе. Можно его понюхать даже. Это не очищенный кофе, еще до очистки. Если очистить, там будет 2 зернышка. Вот таких вот. Это зеленый, но обжаренный кофе. Ну и весь кофе также можно понюхать. Здесь стоят специальные такие баночки. Али заказала себе мока, я заказала себе капучино с карамелью. Да, очень красивые узоры на каждом из напитков. Ну, попробуй. Как тебе этот органический кофе? Латте действительно вкусно.
Еще популярный сувенир – это поющие чаши. Али даже стала немного в них разбираться, потому что приобрел себе парочку и, скорее всего, еще парочку себе ищет. Но, возможно, купит себе их в Катманду. Слушай, это похоже на та, которая была у нас в отеле, да? Да, тут тоже ноту выдают. Это нота G. Этих чаш огромное множество. Кстати, обратите внимание, вот это многорукая и многоголовная богиня, это богиня Кали, это богиня войны в индуизме. Вокруг нее, под ее ногами много голов отрубленных. Вот такая она жестокая точно. 1400 рупий вот за такую красоту. Воротник из бисера, говорят, что это ручная работа. Но на самом деле 1400 что-то совсем недорого. Мне кажется, это 14 тысяч, она сказала в фото. Да, все-таки это стоит 14 тысяч. Ну, как бы, вы видите, какая проделана работа. And this one same price? Да, но здесь уже не так аккуратно, тем более тут уже подупала одна. Еще у них популярно очень много брелочков вот таких вот красивых, разноцветных, тяжелых. Браслеты такого формата, такие же есть кольца. Здесь мини-чаши. Как обычно, пригласили зайти внутрь магазина. Нам рассказали, что это тибетские амулеты. Они вот так вот выглядят, такой вот соломкой. Ну или как это назвать? Узор. Слипшимися квадратами. Бумажки. Прикольный узор тут внутри. Все знаки зодиака. В Непале также очень много сумок ручной работы. Есть как кожаные, так и из вула, как они называют, из буйвола. Вот, например, я тоже себе приобрела сумку за 2000 рупий. Очень удобная, мягкая. Но таких здесь множество в различных вариациях, дизайнах. Есть кошелечки такого формата. Есть, кстати, прям очень много кожаных сумок. Различная одежда тоже якобы handmade. Ну, возможно, так она есть, потому что здесь повсюду шьют. А еще очень популярна трекинговая одежда. Мы скоро дойдем до таких магазинчиков, и я вам покажу. Вот, например, The North Face. Самая популярная продукция здесь, когда заходишь именно в магазины трекинговой одежды. Причем куртки здесь можно купить даже за 1000 рупий всего лишь. Или от 1000 рупий. И, конечно же, очень много выбора, поэтому если вдруг у вас нет трекинговой одежды, но вы собираетесь в горы, можно приобрести прямо здесь. Сейчас зашли еще в один магазин, где продают платочки. Прям один поразил меня своей красотой. Смотрите, как красиво. Мы вернулись в магазин, в котором Али хотел купить себе штаны и рубашку, но его не было размера, и ему за один день пошили на его размеры, и теперь нужно будет примерять и думать, брать эту покупку себе или нет. Ну что значит думать? Как будто бы уже назад пути нет. А если маленькая? Ну если маленькая нет, если объективная причина, то да. 5 minutes later. В общем, что-то замеряли. Или вчера кто-то хорошо поел, что ты за один день поправился. Что ж такое-то? Ну, непонятно. Ой, это нормально, скроешь вот так вот. Да, маловатенько вышло. Вот что-то надо делать, девочки. Мы немного погуляли. Я купила себе еще худи. Такой за 2700 рупий. Изначально 4500 было оно. Причем продается не много где, но что делать. Зато оно очень качественное и теплое. А еще мы охотимся за одним платком. Очень уж он нам понравился, но стоимость его изначально была сколько? 22 500, по-моему, нам нарисовали. Да, где-то мы видели даже за 30 тысяч. Вот так выглядит эта красота. И вот мы теперь ходим и пускаем слюни на нее практически. Приняли рациональное решение не покупать столь дорогой платок. Ну, а потратить потом эти деньги просто на путешествие. Ну, а если вам понравился выпуск и был полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и всем пока!